Это волна аномальной энергии, которая исходит из центра зоны. Это буря, которая не разрушает все на своем пути, но приносит не менее значимые изменения. Раз в несколько дней зона, подобно вулкану, окутывает своим дыханием всех своих обитателей. Подобно змее, она сбрасывает старую шкуру и предстает перед ними в новом обличии. От выброса все прячутся под землю, так как, оставаясь на поверхности, человек подвергает себя большой опасности. Люди бесследно исчезают во время выбросов. Никто не знает, погибают они, или зона готовит для них участь пострашнее. Мутанты испытывают сильнейшие физические мучения, после которых становятся еще более яростными и злыми. Артефакты, напитавшись энергией зоны, действуют в десятки раз сильнее. Аномалии исчезают и появляются в новых, неожиданных местах. Ну а я во время выбросов вижу свое прошлое. Счет времени я уже потерял, потому не помню, как давно это было. Ты чего застрял? Догоняй. Помню только, что мы были молоды. Кто-то накормил нас сладкими рассказами о легких деньгах, которые здесь можно было раздобыть. И мы с друзьями пришли в зону. Мы были слишком самоуверены. Думали, что зона — это волшебное, сказочное место, в котором можно делать все, что угодно, где нет никаких границ и законов. Но мы жестоко ошибались. Тогда еще никто не знал, что такое зона на самом деле. Первые дни шли на удивление хорошо и гладко. Искать артефакты было несложно, они попадались нам довольно часто. Ох, какую радость испытывали молодые ребята, совершив свое первое убийство мутанта. Мы чувствовали себя героями, и вечером у костра каждый взахлеб рассказывал, как метко попал слепой собаке в лоб. Или мечтал о том, как потратит вырученные с артефактов деньги. В зоне меня стала мучить бессонница. Целыми днями я ходил с красными глазами и потерянным взглядом, за что друзья прозвали меня зомби. Я уже говорил, что у зоны хорошее чувство юмора. На 7-й день нашего пребывания в зоне на нас напал контролер.
Схрон здесь? Да, внутри. Так, быстро перезаряжаемся и идем дальше. Черт, помоги. Так, а моих патронов нет. Маячок удаляется. Потому что мы двигаемся слишком медленно. Ворон уходит. Поля, тебя нам придется оставить. Иначе нам его не догнать. Ладно. С едой и оружием я не пропаду. А почему ты решил, что по маячку мы найдем именно ворона? В смысле? Не хотелось бы так думать, но может быть какой-то мутант сажал его маячок. Черт, в чем ты прав. С чего вдруг ворону так целенаправленно бежать в сторону центра зоны? Я предлагаю проверить то место, где ты его подстрелил. Тем более оно здесь совсем рядом. Нет! Мы потеряем слишком много времени. Вы так и не поняли, что этот хренов артефакт делает с человеком? Ты же сказал, что выкинул артефакт. Если ворон выжил, он вполне мог найти и подобрать его. Артефакт... он будто манит к себе. Заставляет держать его. Точно так же, как и вчера, ворон может просто бездумно идти куда-то. И пока он не попал в беду или сам не наделал чего плохого, нам нужно его догнать. Это дорога к центру зоны. Там реально опасно. Вы что, испугались? Ну, как хотите, значит, я иду один. Я вчера чуть не убил невиновного человека. И сейчас я просто должен ему помочь. Ну вот и что с ним делать? Сделаем, как я сказал. Сходим на то место, где он оставил ворона, и проверим. Лефем, ты точно не боишься остаться тут? Оставаться-то я не боюсь. Меня больше печалит тот факт, что я всегда пропускаю все самое интересное.
Ты чё встал? Ты не задумывался, как голосу удавалось находить аномалии? Он иногда просто останавливался и замечал что-то, что другие не видели. Как он так умел? Да ни черта он не умел. Я вообще больше не хочу ничего слышать об этом предателе. Ай, черт! Дружище, ты как? Обалденно! Сам-то как думаешь? Ничего не сломал? Да вроде нет. Но ощущение так себе. Ну и что, блин, теперь делать? Слушай, это не слишком сильный гравиконцентрат. Мы можем попробовать его перегрузить. Чего сделать? Перегрузить. Мне шкаф рассказывал. У гравитационных аномалий есть предел массы, который они могут удержать. И если ты накидаешь около меня тяжелых предметов, то действие аномалии, может быть, ослабнет. Тяжелых предметов? Где я тебе здесь найду что-то тяжелое? Там неподалеку лежала пара бревен. Ты предлагаешь мне таскать бревна по зоне? А у тебя другой вариант есть?
Ну чё, помогло? Черт! Нужно еще! Ты что там возишься? Я придумал, как тебя вытащить. Чё? Чё ты там придумал? Эй! Эй! Сюда! Я здесь! Плющ, кто там? Ты чё шумишь? Эй! 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 Эй, я здесь! Да. Идите-ка сюда поближе. Черт побери! Что за фигня? Кто в нас стреляет? Блин! Не заметил, что у них есть оружие. Нет! Стойте! Теперь я буду идти первый. Ну ладно, ладно. Слушаю. Мы нашли это место. Здесь все, как ты описал. Но ворона здесь нет. Вот видите, я был прав. Ему удалось выжить. То, что здесь нет трупа, еще не доказывает, что... Нет, я верю, что ворон жив. Я почти добрался до его маячка. А вы лучше выдвигайтесь ко мне. Возможно, ворон не в себе, и мне потребуется помощь, чтобы его успокоить. Конец связи. Ну и что будем делать? Я тоже надеюсь, что с Вороном все в порядке. Пошли.
Фух. Слава черному сталкеру. Ты первый, кого я встретил за долгое время. Кто таков будешь? Держи. Я сильно устал, у меня закончились все припасы. Если поделишься со мной, я расскажу тебе, что со мной случилось. Из центра зоны? Из самого центра? Да, я был под саркофагом ЧС. Хочешь верь, хочешь нет. Но именно оттуда я сейчас иду. Вон, что успел собрать по пути назад. Мы очень долго готовились к этому походу. Это была мечта. Мечта любого сталкера. Дойти до самого центра, отыскать исполнителя желаний. Нам казалось, что мы знаем о зоне уже достаточно. Умеем находить и обходить аномалии, знаем поведение всех мутантов и способы борьбы с ними. У нас было хорошее оружие, снаряжение и запас полезных артефактов. А самое главное – отличный боевой настрой. Мы все верили, что сможем дойти до ЧС. Все 8 человек. Но все резко поменялось, когда мы подошли уже близко к центру. У всех появилось какое-то давящее чувство. Появился страх. Трое передумали и ушли назад. Мы продолжили путь, но зона явно давала понять, что не рада нашему появлению. Стычки с мутантами становились все чаще. Мы потеряли 2 ребят, 2 хороших сталкеров. Но мы поняли, что либо сейчас, либо никогда. И мы смогли. Мы были уже около стен атомной станции. И там на нас вновь напали мутанты. Мне пришлось отступать, и я попал в аномалию. Наверное, это было что-то вроде трамплина. Я точно не знаю. Когда я пришел в себя, моих напарников я рядом не увидел. Но я увидел ее вдалеке. Она медленно и какой-то грациозной поступью двигалась в мою сторону. Химера. Я знал, что от нее никак не убежать. Я начал уходить и увидел, что неподалеку от меня был вход. Туда, внутрь ЧС, в сердце зоны. Я понял, что у меня есть только один путь. Я вошел, оказался в длинном коридоре. И вдруг я услышал этот голос. Твой путь завершен, человек. Твое желание скоро исполнится. Каждый получит то, что заслуживает. То есть он существует? Исполнитель желаний? Ты нашел его? Я пошел на этот голос. Казалось, он так близко. Я начал заглядывать во все комнаты, шел дальше по коридорам, но везде было пусто. Твой путь завершен, человек. Каждый получит то, что заслуживает. Твое желание скоро исполнится. Каждый получит то, что заслуживает. Твой путь завершен, человек. А голос все твердил: твой путь завершен, каждый получит то, что заслуживает. И тут я понял, источника у этого голоса нет. Он звучит у меня в голове. Я решил, что от страха уже окончательно свихнулся. Накатила неимоверная усталость. Я бродил по этим коридорам очень долго. Мне стало даже как-то обидно. Мы столько сил потратили, чтобы добраться туда. Мы ожидали увидеть какое-то чудо. Но там не было ничего. То есть ты его не нашел? Никакого исполнителя желаний там нет? Голос все повторял и повторял. Каждый получит то, что заслуживает. Каждый получит то, что заслуживает. И тут меня осенило. Я дошел до самого центра зоны. Добрался туда, куда, возможно, никто из людей никогда не добирался. Совершил что-то настолько сложное, что не удавалось никому до меня.
И я вдруг понял, чтобы получить в этой жизни все, что я хочу, мне не нужен никакой исполнитель желаний. Я смогу всего добиться сам. Я вспомнил свою жизнь на большой земле, вспомнил все то, от чего я убежал в зону. И все эти трудности показались мне ничтожными. Если уж мне удалось побывать в самом опасном месте на земле, то разве найдется что-то во внешнем мире, что сможет меня напугать? Что-то, с чем я не справлюсь. И в этот момент мне захотелось домой. Я понял, что хочу покинуть зону. Я встал и пошел дальше. Сразу за следующим поворотом я увидел выход. Я вышел. На улице было утро. Красивое утро. Я просто пошел вперед. В голове была одна единственная мысль. Я хочу вернуться домой. Я шел почти весь день, и вот наконец встретил тебя. Спасибо за еду и отдых, но мне нужно двигаться дальше. А как же твои друзья? Ты что, не стал их искать? Надеюсь, они смогли исполнить свои желания, но я не смог бы их найти. Трудно описать свои ощущения, но я четко осознавал, что зона позволяет мне уйти, и отказываться было нельзя. Если к центру зоны мы с каждым километром пробивались с боем, то мой путь назад напоминал прогулку по парку. Все аномалии были где-то справа и слева, но только не под моими ногами. То и дело мне попадались артефакты. Никогда не находил столько артефактов за одну ходку. Мутанты пробегали где-то в стороне, а я был будто невидим. А неподалеку отсюда я видел очень редкого мутанта, которым знал только по чужим рассказам. Не знаю, слыхал ли ты о таком. Это очень сильная, умная, хитрая тварь. Если не ошибаюсь, этого мутанта зовут Излом. Ворон? Ворон. Прости, что пришлось стрелять в тебя. Пойми, это все артефакт. Это он так действует на тебя. Он затуманивает твой рассудок. Я прекрасно знаю, что это артефакт сделал меня таким. И поверь, с рассудком у меня все в порядке. Но почему ты называешь меня вороном? Где Ворон? Его маячок здесь. Как ты сказал? Маячок? Так значит, у вас везде маячки. Так ты и нашел меня в прошлый раз. Вот снова судьба привела тебя ко мне. Сталкеры не верят в судьбу. Эта зона привела меня. Странные вы люди, сталкеры. Нет у вас ни оружия, ни подготовки. А все же лезете в драку. Поэтому и дохнете постоянно. И
все-таки зря ты выкинул эту штуку. Отличная вещь. Если честно, никогда не понимал вашу любовь к артефактам. И никогда не видел в них ничего полезного. Вынужден признать, что я ошибался. В этот раз Зоне действительно удалось меня удивить. Ты совсем больной. Посмотри, в кого ты превратился. Ты монстр. Меня и раньше все называли монстром. Не так уж сильно я изменился. Теперь у меня есть новое оружие. Только никак не могу привыкнуть к нему. Еще не научился с ним обращаться. Вот интересно, что будет, если я помогу со всей силы? У меня тоже новое оружие. Только в меня не попади опять.
Вот ради чего стоило приходить в зону. Вот то, что я давно искал. Сила! Самый сильный всегда побеждает. Я не знаю, кто ты и зачем ты мне это говоришь, но это полный бред. А это кто такой? Это просто какой-то зомби. Ворон! Живой! У вас все в порядке? Уже да. Ворон! Что с тобой было? Ворон, ты прости меня за это. Но я не пойму, как ты вышел? Каждый уважающий себя сталкер всегда должен носить с собой душу. На всякий случай. Она уже ни одному сталкеру жизнь спасла. Это ты меня прости, Айсберг. Я смутно помню, что вчера происходило. Когда я пришел в себя, уже начинался выброс, и поэтому душа стала действовать сильнее. И не дала мне умереть. Я побежал в лагерь моего старого клана. Там можно было укрыться от выброса. Заодно прихватил там это. С утра я собирался искать вас, но мой ПДА был разбит. Мне дали новый, а наизусть я помнил только код от своего маячка. По нему-то я вышел на него. Это излом? А в прошлом это тот снайпер, который убил наших клиентов. Пытался убить меня. Да, слушаю. Ну, скажем так, мы решили сами провести пулевое испытание твоего артефакта. Так, не кричи! Вечером будем на базе, все тебе сам расскажу. Все, сейчас неудобно. Кактус. Беспокоится за свой артефакт. Где он вообще? Артефакт? Вон у него. А нам вообще нужен этот артефакт? Да ну его. К черту!
Что такое зона? Это не просто опасная территория, наполненная аномальными явлениями и кровожадными мутантами. Это отдельный мир, в котором существуют свои законы и правила. Это место, в котором люди находят себя. Научившись жить в унисон с зоной, человек ощущает себя чем-то большим. Это место, где торжествует справедливость. Зона всегда изыщет средства, чтобы наказать любое проявление подлости, трусости или даже глупости. За неуважительное отношение к себе зона может искалечить, уничтожить или превратить в нечто ужасное. Зона оберегает лишь тех, кто этого достоин, а остальные рано или поздно уходят в небытие. Но иногда зона может дать еще один шанс. И кому, как не мне, знать об этом?